Слава Украине, привет всем от Полонского. Только что в небе России там чуть не было очередной авиааварии. Точнее, авиаавария была, катастрофа могла случиться. Очередной российский говнолет, извините меня за выражение, по-другому у меня к таким пепелацам названия нет. Суперджет сухой, вот это вот машущее крыльями барахло, в которое я не знаю, как люди. Хотя какие там избиратели Путина, им все равно, да? Как люди в такое барахло вообще могут садиться? Ну, бог с ним, садятся же как-то, да? Вот, и летят. И это барахло в очередной раз сегодня вот не выпустило шасси, как-то он там во Внуково приземлился. У них, не знаю, по 7 инцидентов на дню, такие, другие, третьи, там, четвертые, десятые. Вот, причем такие инциденты, они случаются не только с г-летами типа сухой суперджет, но и с нормальными самолетами типа Boeing и Airbus, которые у них там есть. Напомню, у них есть Boeing и Airbus, в основном ворованные, вы же помните, да, эту историю с лизинговыми самолетами, которые рашисты украли. Вот, и вот теперь мы как раз подходим к теме этого ролика. Рашисты попросили ЕС снять в случае достижения мировой, снять запрет с залета российско-фашистских самолетов на территорию Евросоюза. Опаньки. Интересно. Евросоюз в результате категорически ответил нет. Ну, во-первых, почему не будет снять запрет? Тут абсолютно очевидно. Запрет введен в ответ на агрессию России в отношении Украины. Россия выперлась из Крыма, освободила Херсонскую область, Запорожскую от своего присутствия, Донецкую, Луганскую нет. Ну так, а что вы хотите? Как говорится, не искоренена причина, по которой эти санкции введены, а именно агрессия путинских бандитов на территорию Украины, от Крыма и до Луганской области. Вот это все. Соответственно, нет повода снимать санкции. Значит, не будет. Дальше. Второй вопрос, который сказала ЕС, это, смотрите, очень долгое время рашисты летали на самолетах, которые не проходили сертификацию, не обслуживались так, как надо, обслуживались фейковыми запчастями, неизвестно как полученными, не фирменными, потому что эмбарго. Вот, и они представляют для нормальных людей большую опасность. Понятно, что избиратели Путина на них летают, но, понимаете, избиратели Путина живут в такой нищете, в таком беспросвете, в такой жути. Ну, подумайте, жить в России это уже кошмар. Скажем так, ну, сами подумайте. Вот, то есть, они не ценят свою жизнь, понимаете, им нечего ценить. Поэтому они садятся в такой г-лет и летят. Долетят, не долетят, ну, может быть, этот кошмар закончится, а в следующий раз они, может, знаете, как там в Индии теория вот эта вот реинкарнации, может родятся в нормальной стране, а не на России, понимаете, и тогда, может, так рассуждают. Ну, потому что нормальный самолет, нормальный человек в сухой суперджет не станет садиться по 1001 причине, да. Вот, то есть это вопросы безопасности. И еще один вопрос. Практически любой российский самолет, который попадет в нормальный европейский аэропорт, моментально будет арестован. Почему? По нескольким причинам. Ну, прежде всего, это ворованные самолеты. Россия страна вор, она воровала самолеты. Все мы помним историю с этими лизинговыми компаниями, в основном ирландскими, у которых они украли самолеты, большое количество самолетов, не вернули им. Вот. Соответственно, эти самолеты будут моментально конфискованы в случае попадания в нормальный аэропорт. Да, и никаких шансов на то, что они оттуда вылетят, нет. Ну и сегодня возник еще один прецедент, это если там во Францию залетят российские самолеты, тоже будут арестованы, потому что уже есть решение Парижского трибунала по Нафтогазу, 5 миллиардов долларов. Соответственно, если любой из российских самолетов попадет в ту же Францию, Нафтогаз его моментально вот так вот шлеп и прихлопнет, как мухобойкой муху, только лусь и нету, да. Вот, то есть, вот эти все вместе факторы не дадут ни в коем случае сейчас рашистам, что возможность летать снова в Евросоюз. Просто нету на это никаких оснований. Вот.